Можем? Значит, смотри, анекдот. Встречаются как-то ведущие все «Орла и решки» в раю, у входа в рай. А у них спрашивает, а где Ивлеева с бедняком? Они говорят, они на 2 этажа ниже, вот там. Вот такой анекдот. Всем привет, с вами снова «Орел и решка». И мы с... Настюшкой Ивлеевой, потрясающей красивой девчонкой. И с ее первой фотографией в паспорте прилетели в Малайзию. Короче, такой план. Пенанг и... Калкумбунганг. Давай с нами. Это необычный выпуск «Орла и решки». Это спецпроект «Орел и решка» неизданная сезона Ивлеева-Бедняков. С вами Андрей Бедняков и Настя Узенюк. Ой-ой. Еще раз. Сегодня мы покажем все, что не попало в монтаж официальных версий. Наговорил я кучу всего, а потом вырежете, что вам надо. Все, что осталось за кадром. Что ты меня снимаешь? Не дави на меня. Вообще, ты, может, мне еще в рот залезешь? Раскадруешь мои гланды. И все, что не пропустила цензура. Хоть голый снимайся. Ой, рейтинги будут, да, Саня? Ой, простите, не смотрите туда. Я думал, я один здесь. Неудачные дубли. Старая полуразру... 50 метров от аэропорта. Не вошедшие сюжеты. А в кадрич нельзя пить, да? Смотри, жираф! Обломы. Ай, ты волосы защемила. Скандалы. Короче, атмосфера накаляется, ребята, сейчас будет драка. Саня, держи меня! Личные впечатления Ой-ой. Очень страшно. и откровения ведущих. Зажрался ты, Бедняков, упырь. Настюха, звезда дальнобоя. Тот случай, когда я жалею, что я не длинноногая блондинка. Мы покажем вам 45 минут чистого эксклюзива. Господи, помилуй, надеюсь, это не стреляли. Еще больше историй. Я села на крапиву. Ой-ой. Ведущий «Орла и решки» приехал и сломал пирамиды, которым 3500 лет. Ха-ха-ха. Еще больше «Орла и решки». В общем, «Орел и решка», One Love. Ворвемся мощнейшее. И все это в эксклюзивном выпуске «Орел и решка» Ивлеева-Бедняков неизданное. Блин, классно, когда есть неизданное. Вот я даже фильмы никакие не хочу смотреть. Просто лежишь, балдеешь. 23-й сезон тревел-шоу «Орел и решка» начался с легендарного возвращения любимых ведущих Насти Ивлеевой и Андрея Беднякова. Мы никогда не думали, что произнесем эту фразу снова, но, друзья, всем привет! Это «Орел и решка» Ивлеева И Бедняков. Вы просили? Мы вернули. Вместе они решили отправиться туда, где до этого сами еще ни разу не были. Популярные города и неизведанные природные красоты. Комфортабельные курорты и драйвовые фестивали. Они снова столкнулись со своими страхами. Вышли из зоны комфорта, Я бы сейчас все отдал за то, чтобы в душ сходить и почистить зубы. пытались выживать Санечка, давай бегом, опаздываем. и бездумно шиковали. Буду мерить все. Бабки есть, бабки не проблема. Но самое главное, за эти 20 выпусков они снова показали нам самые интересные и прекрасные уголки нашей удивительной планеты. Ну класс, мне здесь очень нравится. На самом деле, действительно обалденное место. Вот как я люблю решку за то, что она дает возможность увидеть такие чудеса. Среди всех красот больше всего в этом сезоне мы повидали разнообразных озер. Радиоактивное озеро в Будапеште, Но в маленьких дозах радиация даже полезна. Это и прославило озеро Хевес на весь мир. озеро, где был убит граф Дракула,
в Бухаресте, Смотрю, ну прекрасное же озеро, смотрите, замечательное. Лесок, птички поют, уединение с природой, тишина, зелень вокруг. Я вообще не понимаю, почему сюда орел и решка не приезжали с морским сезоном. Ну посмотрите, ну класс, ну нырнул с аквалангом, все посмотрел. Недоработка, недоработка. озеро, в котором живет древнее чудовище в штате Монтана, Чудовище, покажись! Пока я только вижу свое отражение. Ну, в принципе, тоже может быть чудовищем. и даже озеро вообще без воды в Тихуане. Классно, тут бы фильмы снимать какие-то, да, фантастические. Было бы у меня много денег, я бы обязательно. Хотя, с другой стороны, у меня что, безлимитная карта. Сейчас я наберу Брэду Питту и своей любимой актрисе Насте Ивлеевой. Настя от Андрея не отставала и тоже нашла в Монтане озеро с не менее интригующей историей. Я приехала на озеро Беркли-Пит. В середине прошлого века на этом месте выкопали карьер. В нем почти 30 лет добывали медь, серебро и даже местами попадалось золото. Когда ископаемые закончились, карьеры решили затопить. Вот только вода начала вбирать в себя из грунта нереальное количество загрязняющих веществ, ядов и токсичных отходов. Глубина этого озера составляет более 500 метров. Это озеро является самым глубоким в штате, хоть и искусственным, но тем не менее. А также здесь работают насосы, которые эту воду выкачивают, чтобы она не перешла все границы и не нарушила, не вредила окружающей среде. Говорят, что прикасаться к этой воде смертельно опасно, причем как людям, так и животным. Слышите? Слышите? Звуки похожи на стрельбу или на машину, которая едет с мигалками, но на самом деле они сделаны здесь специально для того, чтобы отпугивать птиц, чтобы они не садились рядом с этим озером, ну и не умирали, потому что оно дико токсичное. В общем, рекомендовать к посещению это озеро мы не могли. Вот почему этот сюжет так и не попал в эфирную версию программы. Будапешт – старинный европейский город. С множеством живописных мостов и удивительной красоты зданий. Но мы приехали сюда в разгар одного из самых популярных музыкальных фестивалей мира – Сигет. В итоге Настя так увлеклась этим мероприятием, что чуть не потеряла оператора. Это что сейчас было? Стоило на 2 секунды отлучиться пиццу поесть. Чтобы я больше такого не видела, понятно? Андрей же на Сигет не попал и довольствовался достопримечательностями города. Но прямо сейчас у меня появится фотка, которая есть, пожалуй, у каждого туриста, приезжающего в Будапешт. Спасибо. Спасибо. Ну а прямо сейчас у меня... В поисках впечатлений он даже спустился в таинственные подземелья столицы Венгрии. Ну открой. Ну открой. Ну пожалуйста, ну открой. Ну что ты, блин, ну открой.
Ну пошутили, хватит, снял кусок, ну открой, реально. Открой. Ты что, прикал? Я говорю, открой, Олег. Открой. А, она открыта. Ну, Ой-ой. иди сюда. Выпуск получился настолько насыщенным, что мы не успели показать вам еще одно удивительное развлечение Андрея. Пришло время это недоразумение исправить. К черту эти все прелюдии. Мы взрослые люди, нам надо уже непосредственно сам процесс. Ладно. После окончания Второй мировой на территории Венгрии осталось множество военных артефактов, в том числе и военной техники. Часть со временем решили продать коллекционерам. Один из них купил себе танк и начал катать на нем туристов в пригороде Будапешта. Вы крайний на танк, я за вами. Стоит такое развлечение всего 5 евро, и за них ты получаешь 15 минут отличнейшего драйва. А, елки-палки! Пристегнитесь! А! Ё-моё, так он еще и по ямам вот таким ездит, ребята! А! О-хо-хо! Прям такие американские горки. Ребята, стоять! А что ж ты будешь делать, братан? Потише, потише. Изи, изи. Вы знаете, с одной стороны, конечно, это прикольно. Вот когда ты поездил на танке, весело, аттракцион, зигзаги какие-то, спуски вниз. Но вот это ощущение, что это все равно танк, это ужасная машина, оно остается, и вот все равно оно сильнее у меня в данном случае. И мне хочется, чтобы вот всех вот этих вот танков в одну секунду так вот хоп, и по всему миру не стало. Ни одного. Чтобы вообще мы не знали, что такое танки, не было таких машин, чтобы все было хорошо. Прости, братан, я понимаю, что это твой бизнес, ты катаешь людей по 5 евро, но я думаю, многие люди со всего мира готовы тебе каждый день просто перечислять 5 евро, если твой танк исчезнет. Манчестер. Типичный английский город, где британская чопорность идеально сочетается с королевскими традициями. А еще Манчестер – прекрасное место для того, чтобы подтянуть свой английский, чем Настя и занималась весь уикенд. Выражение «drinking beach». Да, почему бич? Бич у нас, по-моему. Дорогие друзья, если вы подумали, что, находясь в Манчестере, я возьму что-то супер английское, типа Астон Мартина... Это что за Мартин? А how... what years... car... How long... What year? 1951. 1951. We you early in the bird. In the Андрей же все 2 дня пытался раздобыть билет на главное местное развлечение – футбольный матч. За углом подстерегу, а потом старый мой мариупольский прикол. Такой ведущий дебил, знаете, дурачок ты старый. Баран. Give me a gun, please. Ау. Мы, скупердяи, должны держаться вместе. Но не футболом единым. Настя в этом выпуске отправилась посмотреть на еще одно популярное хобби жителей Манчестера. Ну все, пойдем врываться в это великолепное мероприятие. А то тут слишком скучно без меня. 3 раза в год каждый уважающий себя английский автолюбитель выставляет своего боевого коня на прекрасной автомобильной ярмарке, куда я сейчас мощнейший ворвусь, пока полиция моды меня не арестовала. Шоу ретро-каров в Таттон-парке – это масштабная выставка редких и раритетных автомобилей под открытым небом. Боже мой.
Друзья мои, ну это же просто рай для богатого и знающего толк в автомобилях человека. Это я про себя, естественно. Очень крутые тачки. На шоу съезжаются толпы зевак. Мужчины, женщины, дети и даже собаки. Словом, все автолюбители Англии. Оно и неудивительно, каких тачек здесь только нет. Древние раритеты. Как на этой машине вообще можно рулить? Современные суперкары. Какое-то создание. Мне кажется, мы созданы друг для друга. И уж совсем уникальные экземпляры. Человек, который сделал эту машину, вдохновился либо бочкой, либо пробкой, либо баней. Но главная фишка выставки даже не в ее разнообразии. Почти на каждой из этих тачек можно погонять. Просто кино в чистом виде. Ой, принц Монако не на той женился. Ой, класс! В общем, чтобы потрогать, посмотреть и поездить на всех этих тачках, целого дня не хватит. Если бы я умела свистеть, я бы сделала так. Хороший! Чудесненько, чудесненько, спасибочки. Это вообще-то, ну, естественно, это я не себе, это Саша, он просил, а это... Пиво хотите? Нет, нет, спасибо. Ну, Саш, ну 2 придется пить. Я же не пью. Ну, поговори со мной чуть-чуть. Прими мою любовь, у меня нет кота, я хочу кота. Пожалуйста, прими мою любовь. Хотя бы один раз погладить для себя, ну, пожалуйста. В сезоне Ивлеева-Бедняков нам повстречалось просто рекордное количество животных. Мы увидели редких гиббонов и человекообразных орангутангов. Ну, помимо того, что это прямая копия меня, в общем-то, в новогодние праздники, хочу сказать о том, что это безумно умилительно и странно одновременно. Трогали тигра. Тише, тише, тише. И самую опасную птицу на земле – казуара. Вот посмотрите на вот эти штыречки, которые торчат. Это ее ручки. И если она вот этими ручками, лапками, крылышками тебя проткнет, то оно залезет сюда, а вылезет отсюда. А еще кормили слонов. Ты видел эти ноздри? Мышиного оленя и крокодилов. Смотри, как цепилась и не отдает. Ну давай, ты либо ешь, либо как бы отдавай обратно. И даже умудрились покататься на бизоне. У меня аллергия на бизонов. Ой, сразу начинает кашлять, покрываться грязными пузырями, волдырями. У меня начинают краснеть глаза. Я падаю в обморок. В общем, это так сложилось исторически. Еще давным-давно у меня появилась такая реакция на бизонов. Смотри, жираф. А как отсюда выйти? Где у вас тут экзит? Как через забор? Я через забор спокойно. И на этом список не заканчивается. Привет! Коровы! Как вы? У меня все путем. На тебе рюкзак. Давай. Теперь ты новый ведущий. Иди. Ну, в принципе, я в привычной обстановке нахожусь сейчас. Козы, овцы. Теперь я точно знаю, лошади здесь есть. Не спрашивайте, как я узнал, но лошади определенно есть здесь. Осталось их только найти. Собака! Здравствуйте. Не пугайте моих осликов. Это я про оператора и режиссера сейчас. А этих можете снимать. Я первый раз вижу таких уточек, которые не выныривают. Это получается, что у них столько дыхания хватает? Ну как-то, они же не морские котики. Вынырнули! А те 2 так и не вынырнули. По небу были все-таки.
В общем, зверей было так много, что один сюжет из выпуска про мексиканский штат Халиско мы приберегли специально для сегодняшнего неизданного. Я решил шикануть настолько, насколько это возможно, и прямо сейчас я отправляюсь на остров, который называется Питатан. Говорят, что там, на Питатане, живут пеликаны. Американские белые пеликаны – местная достопримечательность. На Питатане их несколько сотен. Вау, 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 вон они, пеликаны! Пеликаны! А, вон, нифига себе их сколько, смотри. И как это пальцем показывает, ну классно, смотрите. О, вау! Это прям какой-то, я не знаю, National Geographic. Как красиво они летят. Вообще такие красивые птицы, вот благородные. Большие, белые. О, ну посмотрите, глянь, как классно. Полетел. Такое ощущение, что их, я не знаю, постирали. Они белоснежные. Вау! 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 Это когда, вы знаете, в детстве ты разгонял в парке голубей, бегал, а тут ты вышел на следующий левел и разгоняешь пеликанов. Давайте, пацаны! Ну и девочки там наверняка есть. Но посмотреть на пеликанов – это только часть аттракциона. Посмотреть на них я-то посмотрел, но у меня ж тут еще есть вот угощенница. Вез из дому, сходил, наловил, привез в ручной кладе. Руки все воняют. Сейчас будем кормить. Кстати, никто из вас не знает, как звать пеликана в таких случаях? Утю-тють или эус. Если вдруг узнаете, пришлите мне сейчас сообщение, только прямо сейчас. Непонятно, как кормить их, но ничего, сейчас получится. Ребята, рыба, ой, какая вкусная. Ой, сам бы съел, какая рыба вкусная, но не буду, потому что я вам привез. Что, Олег, ты тоже хочешь? А я тебе не дам, потому что я ее привез пеликаном. И не проси, не смотри на меня такими глазами, это не твоя. Это вам, ребята, пеликаны. Что-то пока не очень у нас получается. Свежая рыба, только сегодня, только для вас, бесплатно, пеликаны. Налетай. Давайте, ребята, ну же, ну же. Рыба вкусная, давай, подлетай. Это невозможно их так кормить, я не знаю даже. Все как-то я себе разрисовал, что я такой рыбу держу, ко мне подлетает пеликан, открывает рот, берет рыбу, улетает, и так еще и крылом одним. Спасибо, Андрюха, и летит такой в закат. Ну пока вообще не так, как я представлял. В общем, пеликаны, в отличие от голубей, оказались очень злопамятными. И если ты один раз их напугаешь, больше они к тебе ни за что не подлетят. Вот такое ощущение, что это колонии. Вот там есть там какой-то свой главный, такой человек, который валим, все, и они все улетают. Женева – один из самых дорогих городов мира, с одним из самых высоких уровней жизни. Здесь Настя попробовала самую дорогую в мире икру. Вы вообще сейчас понимаете, сколько стоит мой организм? Сколько стоит мой желудок? Посетила адронный коллайдер. Ой-ой-ой-ой! Вот это да! И покорила вершины Альпийских гор. Кто вообще додумался эти Альпы открыть? Построить Альпы? Это ж кто-то сюда приехал. Это как вообще происходит? Ну, типа, это же надо понять. Город высокий, их много, что можно сюда приехать. Тут красиво и можно дышать спокойно. Но один сюжет про авторские швейцарские часы мы вам показать не успели. Исправляемся. В Женеве есть уникальный мастер, который берет дорогие часы и делает их еще более дорогими. Знакомьтесь, это Иван Арпа.
Дизайнер, который делает из часов настоящие произведения искусства. Ну что ж, давай я покажу тебе мои фантастические часы. Вот, например, часы, в которые Арпа поместил искусную картину с изображением древнегреческой богини Церцеи. Ну, это прям, знаете, мини такое произведение искусства, друзья. А сколько стоит? 18 тысяч евро. За такое, конечно, не жалко денег отдать, если у тебя есть. Вот часы, в которые дизайнер поместил настоящие пули. Мне с такими часами, я не знаю, на разборке ходить. Это вообще что? Это кожа рептилии? Мне кажется, тут просто без драки можно дело решить. Просто приходишь и говоришь, кто тут батя? Они такие, ты тут батя, и все разошлись, еще и денег тебе дали. Какая цена? 16 тысяч евро. А вот часы с кровью самого автора. Изначально я планировал, чтобы эта модель часов была амулетом от вампиров. Современных вампиров. Банкиров, юристов, политиков. В общем, всех тех, кто сейчас пожирает наш мозг. Но вскоре я понял, что главный вампир и мой противник – я сам. Поэтому взял свою кровь и залил туда, в часы. You are crazy, but I love it. То есть я понимаю, что у этих часов есть идея, и это сложная работа, творческая, авторская, но вот, допустим, если мы говорим, что они стоят 9 тысяч евро, то почему такая цена? То есть какие материалы? Я должна понимать, вот, например, за что я плачу. Почему они стоят столько? Во-первых, каждый элемент часов сделан вручную. Во-вторых, производство находится здесь, в Швейцарии. В-третьих, все часы сделаны исключительно из дорогостоящих материалов, большинство которых имеют швейцарское происхождение. А еще эксклюзивность и статусность. Мы не выпускаем часы партии. Большинство созданы всего в одном экземпляре. То есть вторых таких в мире нет. Покупая и надевая часы от Арпы, ты автоматически попадаешь в негласный клуб избранных. Мои часы носят президенты многих стран, известные актеры и легендарные музыканты. Друзья, ну, что могу сказать? Выбирать вам, покупать дорогие часы с бриллиантами или покупать дорогие часы с идеей, но в Швейцарии вы точно найдете себе часы на любой вкус абсолютно. Поэтому приезжайте, выбирайте, тратьте денежки и живите счастливо. А вот Андрею со $100 в Женеве пришлось не так сладко. Приехал, Андрюшечка, рюкзакушечка. Поэтому он в основном просто слонялся по городу, изучая его достопримечательности. Ваше внимание предлагаются самые сексуальные походки по Женеве, если вдруг вы соберетесь. Походка под номером 1. Походка под номером 2. И походка под номером 3. Позвони. I will be first. Let's go. Сейчас. Я поеду на красный. Ха-ха-ха, дыши моей пылью, братан. Придумал классную песню, слушайте. Женева. А ты чё? Стоять, малышка! Ты знаешь, кто я такой? Постой! Остановитесь, пожалуйста. А ты не так уж и плоха, как кажешься на первый взгляд. Я тебя сейчас... Стой. Кстати, в Женеве Андрей наткнулся на одну необычную достопримечательность, которая так и не попала в эфирную версию программы. Идите сюда. Не стесняйтесь, подходите. Смотрите. Смотрите, как красиво. Крутяк. Это не выбросы какого-то химзавода, как могли бы вы подумать. И никто не красит специально здесь воду, чтобы было красивее и приходили туристы. Это просто место слияния двух разных рек. Вот сейчас слева от вас, вон, это вода Женевского озера. А справа от вас это речка, которая берет свое начало в Альпах. Но из-за того, что здесь землянистое дно, иными словами, ил, получается вот такой вот, видите, грубоватый, не очень красивый, не такой благородный, скажем так, цвет. Смотрите, это как два ведущих «Орла и решки». Один красивый, благородный,
харизматичный и Настя Ивлеева. Причем, видите, вот самое интересное, что благородный цвет, он вытесняет потихонечку вот эту серость. Я такого, кстати, еще никогда не видел. Побывал во многих странах, а увидел впервые в Женеве. В каждом выпуске «Орел и решка. Неизданное» мы составляем для вас рейтинги самого-самого. Самые захватывающие красоты. Самые экстремальные развлечения. Самые уникальные животные. И многое-многое другое. Это наши личные, субъективные, предвзятые, иногда сумбурные впечатления. И никакой рекламы или антирекламы. Нет! Нет! Все, кто не вошел или вошел в список самых-присамых, просьба не обижаться. В сегодняшнем выпуске неизданного мы представляем вашему вниманию рейтинг самых экстремальных развлечений за весь сезон. Обожаю аттракционы, обожаю высокие башни и обожаю, когда страшно. Итак, 5-е место нашего рейтинга. Бобслейная трасса в Женеве. Ё-моё! 3000 метров над уровнем моря. Длина 1 километр. И скорость 40 километров в час. Абсолютный incredible! 4-е место. Параглайдинг на итальянском острове Сардиния. Если честно, мне уже страшно. Мы очень высоко поднялись. Экстрим заключается в том, что помимо бешеной высоты, инструктор решил продемонстрировать Насте очень крутые виражи. Это бодрит, я вам скажу, друзья, похлеще, чем итальянский эспрессо. 3-е место. Гигантские качели в парке Гленвуд Кавернс в Колорадо. Ненавижу это все. Высота обрыва 400 метров. Скорость 80 километров в час. И звание самого экстремального аттракциона Америки. Thank you. Это было очень страшно, но это было круто. Когда ты поднимаешься наверх, такое ощущение, что все твои легкие, весь организм просто вместе с этой качелью поднимается, потом опускается. Это было хорошо. 2-е место. Аттракцион Гравитис на небоскребе Камтар в Малайзии. Ой-ой-ой-ой! Экстрим заключается в том, что тебе нужно пройтись по платформе над пропастью глубиною 239 метров. Ой-ой! Очень здорово, аттракцион классный. Класс. Ой, не, я туда не пойду. Ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Как странно. Не. Ой, сейчас сознание потеряю. Go. Когда там уже конец? Что? Никаких флай. Ой-ой! Нет! Ну его нафиг, друзья. Вот если это ваша тема, приезжайте, пробуйте. А я найду, где здесь продается водка. И, наконец, 1-е место. Прыжок с парашютом в Тоскане.
Экстрим этого прыжка в том, что вы прыгаете головой вниз прямо над соборами, колокольнями и шпилями древней Флоренции. Я управляю парашютом, ребятушки! А что вы делаете сейчас? Дорогие мои телезрители, это просто круто. Я вам говорю, это самый лучший полет в моей жизни. Потрясающее ощущение. Это стоит сделать и стоит попробовать. А сейчас я обращусь к режиссеру, оператору и продюсерам. Идите вы все со своими парашютами, скайдайвингами и тому подобное. Я больше не подвязываюсь на эту историю. Но и это еще не все. Ой-ой-ой-ой. За этот сезон у наших ведущих было так много экстремальных развлечений, Сейчас мы их сделаем! Сейчас! что некоторые из них даже не поместились в эфирные версии программ. Так, в Бухаресте Андрей решил заняться параглайдингом. Так, вы проверьте, даблчек тут все, что, потому что, как бы, я груз ценный. Без меня ребята не доснимут программку. Ивлеева сама не вытянет. Что-то как-то я... Жим-жим. Может, ну его? Но долг ведущего все-таки взял свое. Более того, в полете Андрей даже успел съесть мороженое. Это очень круто и очень страшно. Вы наверняка знаете, как я боюсь высоты. И вот выйти из своей зоны комфорта и преодолеть, пускай даже на несколько минут, этот сумасшедший страх, дорогого стоит. А вот в Женеве бороться со страхом высоты пришлось уже Насте. Кто вышел победителем из этой схватки, вы увидите прямо сейчас. Я приехала в долину Валь-де-Невье. Главная ее достопримечательность – мост Ньюк, который разлегся над ущельем глубиной в 190 метров. Построили его около 100 лет назад. И пройтись по нему – мечта любого экстремальщика. Да никогда в жизни я не... Да вы что? Я даже туда не пойду, просто постоять, посмотреть. Друзья мои, я по этому мосту иду, у меня уже просто все колбасит, у меня ноги ватные, Это... Ой-ой. Чего мне дома не сиделось, я не понимаю. Нормально же человек жил. Оно мне надо? Ой-ой-ой-ой. Как его можно было вообще построить, я не понимаю. Сидит человечек, да? И такой думает, а почему бы мне не соорудить мост между двумя огромными горами? О, классная идея. Кажется, я очень хороший бизнесмен. Все, экстрима хватило на всю жизнь. Просто прогулка по мосту дан. Супер, класс, спасибо, очень очаровательно, вид топ. Все, шик, эмоции через край. Будет что детям рассказать. Шик, топ. Все, пошли отсюда.
Чего ты садишься? Иди ровно. Ой, ой. Но оказалось, что прогулка по мостику – это только половина аттракциона. Тех, кто дойдет до середины моста, ждет прыжок с одного из самых высоких банджи в Европе. 3, 2, 1. Вот даже просто сейчас представить мысленно, что я туда самостоятельно, целенаправленно делаю шаг. Да никогда в жизни, я умру просто, я уже... Парашюты, зиплайны, все что угодно, но только не это, потому что здесь ты целенаправленно идешь на самоубийство. Ну, то есть, как бы, представляете, ваш организм говорит вам: нет, не делай этого, ты же сейчас вот можешь разбиться, а ты такой: да все нормально, я все контролирую. Делаешь шаг и просто летишь, как куча... мусора вниз. Никогда, ни за какие деньги. Нет. Ой! Сань, иди и прыгай. За сколько? Мне нравится... я просто спрашиваю. Мне нравится наша команда. У нас вот тут отличная гвардия вообще людей. Все такие уверенные, говорят: Настю, да давай, да чё ты ж прыгала. Я говорю: ребята, а я вам всем просто золотой карты заплачу за прыжки. И где вот эти вот ребята стоят, трясутся, как осиновые листья. Говорят: да нет, это не мое, я не пойду. Я чувствую, что сегодня не правильные лунные суточки для прыжка стоят. Ой, ой. Вон, в ряд. Я отказываюсь. Короче, но я вам показала, да, такое место, поэтому если среди вас есть любители экстрима, вы хотите пощекотать себе нервишки мощнейшим способом, приезжайте, прыгайте в удовольствие, летайте, все для вас. Мое дело показать, ваше дело воспользоваться, если пожелаете, а я умываю руки и ноги. Ой. Ой, ой. В общем, ребята, я спрятал. Подожди, а бывало такое, что прятали бутылку со 100 баксами и с ведущим? Такого не было. Будет! Тихо, тихо, тихо. Не, ну это не весело, как бы. Да что ж ты будешь делать? Сейчас. Отлично, есть. Многим телезрителям может показаться, что жизнь ведущих «Орла и решки» весела и беззаботна. Но это далеко не так. Ух ты, елки-палки! Ай! Ой. Ой. Порой им приходится целыми днями ходить под палящим солнцем. Жарко так. Кажется, у меня вот тут будет загар такой, как у тракториста. Загораешь круглый год, выравниваешь все это мракобесие, потом стоит слетать на решку, и здравствуй, загар дальнобойщика. Давно же мы не виделись, давай! Нет! Нет! Мокрый. Просто мокрый. Хочется окунуться в ведро со льдом, честно. Они вынуждены сниматься под проливным дождем. Ну что ж с погодой-то? Опять пошел дождь. А мне скучно, потому что едет дождь. Едет с неба целый день он, что по луке не пройдешь. В лицо вот эта вот мокрая история тебе бьет. Короче, прям lucky man. Я планировала быть секси. Да, вот там вот все, весь сок. Но поскольку Флоренция решила, что немножечко кап-кап нам всем не повредит, другой кофты у меня нет, и приходится вот вторую программу носить эту очаровательную толстовку. Это что же обо мне будут писать, Саня? Просто стыдоба. Им доводится веселить вас даже во время ураганов. Смотрите, я сейчас открою это окно, и меня снесет. Им приходится целыми днями ходить под палящим солнцем. Смотрите, я сейчас открою это окно, и меня снесет. Смотрите, я сейчас открою это окно, и меня снесет. Смотрите, я сейчас открою это окно, и меня снесет. Смотрите, я сейчас открою это окно, и меня снесет. Смотрите, я сейчас открою это окно, и меня снесет. Смотрите, я сейчас открою это окно, и меня снесет. Смотрите, я сейчас открою это окно, и меня снесет. Смотрите, я сейчас открою это окно, и меня снесет. Смотрите, я сейчас открою это окно, и меня снесет. Смотрите, я сейчас открою это окно, и меня снесет. Смотрите, я сейчас открою это окно, и меня снесет. Смотрите, я сейчас открою это окно, и меня снесет. Смотрите, я сейчас открою это окно, и меня снесет. Смотрите, я сейчас открою это окно, и меня снесет. Смотрите, я сейчас открою это окно, и меня снесет. Смотрите, я сейчас открою это окно, и меня снесет
все, закрыл. Ой. Я тоже. Я хочу мерзнуть красиво. Все, обмерзло. Лед везде. Я уже еле говорю, но я не сдаюсь. Ребята, это жесть. Сань, у тебя есть таблетки от укачивания? Нет? Ну, на... Но природные катаклизмы – это только полбеды. Часто наши ведущие не могут обуздать транспорт, который сами же и арендуют. Господи, мать моя Божья, матерь моя. Ой! Если я во что-то впилюсь, я за это платить не буду. Ой, ой! Бэйба! Я это сделал! Как мне тебя отсюда вывести? Раз, два, три. Олег, давай. Покатались? Но самый эпичный облом случился с Андреем в выпуске о Нью-Мексико. Вот так этот сюжет выглядел в программе. Мы взлетели! Обалдеть! Я считаю, что это прекрасное начало нового дня. Я бы даже сказал, идеальное. День будет шикарный. Но мало кто знает, что случилось потом, во время приземления воздушного шара. Мы приземляемся и приземляемся в реку, ребята. Там дерево, там дерево, там дерево. Братан, тут как бы... Ой, что-то попало в глаз. Что это, ветка? Эти деревья уже посильнее. Давай повыше, брат. Наша эпопея продолжается. Мы все еще не приземлились окончательно. Мы тащимся. Мы пытаемся совладать с этой корзиной, но нас пока не слушает. Тут уже вся банда пришла. Все люди, которые были в окрестности, все соседи, все подтянулись для того, чтобы устаканить этот шар. Я держу, Андрюха. Давай, держи, Саня, от тебя все зависит. Не отпускай, не отпускай. Я уже хочу в туалет. Мы летаем уже 18 часов. Вообще подумаю купить эту корзину. Буду ходить с ней за покупками. То все в руках да в руках. Туда много чего может поместиться. Арбуз, дыня. Все, с шарами я на время прощаюсь, ребята. Всего каких-то 18 часов в воздухе, и мы здесь. Я готов сейчас есть траву, я так хочу есть. Иногда из-за неудач в эфир не попадают целые сюжеты. Так случилось с выпуском о штате Монтана, когда Андрей поехал посмотреть живописную дорогу в парке Глейшер. Эта дорога, сразу предупреждаю, и она имеет классное, красивое такое название. Going to the sun. Ну, понимаете, да? Прям к солнцу пойдем. Объясняю почему. Потому что это серпантин, 80 километров красивейшей серпантинной дороги с потрясающим видом. Сейчас посмотрим. Так, стоп. Написано road closed. Закрыто. Название, конечно, я вам сказал этой дороги, но к солнцу мы с вами сегодня точно не поедем, потому что дорога закрыта. Ее закрывают, эту дорогу, но зимой, потому что она очень опасная, падают камни, замерзает все. Но сейчас-то не зима, сейчас еще осень, еще вот листья, еще снега. Нет, ребята, ну, американцы, они очень сильно перестраховываются, поэтому мы, к сожалению, с вами дорогу не увидим, но она должна была быть очень и очень красивой. Включаем нашу фантазию. И дальше уже представляем. Going to the Sun – одна из самых красивых горных дорог в мире. И одна из немногих, которая была проложена просто для красоты. Чтобы туристы, проезжая по ней на машине, могли любоваться живописной природой. Эту дорогу прокладывали 10 лет. И вот люди, когда трудились,
Им говорили, у вас ничего не получится. Но они не остановились, и у них получилось. Отличная мотивационная история. Идите, никого не слушайте, и у вас все получится. У людей получилось, а у меня посмотреть не получилось. Но я никого не слушаю. Я иду к своей цели. Сейчас иду к машине, сажусь, разворачиваюсь и уезжаю. Я думала, ты меня покружишь. Типа финальная точка. Красиво. Как твой уикенд? Я кайфанул. Я вообще и думать не мог о безлимитной карте. В любом другом выпуске я бы расстроилась, я бы реально разозлилась. Но так как этот выпуск финальный, то я рада, что ты классно провел время. Честно. Потому что мы оба кайфанули. И это Да. здорово. И мы загоревшие, отдохнувшие, счастливые, хотим сказать вам, друзья, спасибо. Мы на пенсию. Нет, ты что, нет. Мы очень рады, что вы были с нами все эти прекрасных 20 программ. Нам было приятно снова вас удивлять и вместе с вами познавать новые страны и города, пробовать вкусную еду. Но верните Птушкина. Мы вас любим. Я пошла пилить ногти. Андрюха пошел... Да я просто пошел. Надо и просто пошел. Ребят, спасибо вам большое. Это было классно. Это был классный, веселый сезон. Я запомню каждого. Тебя и тебя. Орел и решка. One love. Было очень приятно вернуться, ребят. Прям очень приятно. И не верится, что время так быстро пролетело. А как ты думаешь, кто будет после нас? Неважно кто, это будет лучше. Ну да, действительно, мы же бездари. Мы это сделали! Да! А как же теперь? Теперь скучать. А можно я платье так натяну на сиськи? Нет, будут видны яйца, Настя. А что же теперь делать? Куда? Опять в подвал? Все, я грущу. Ну, по мне, потому что ты не плачь. Да ладно, че. Не плачь. Чего, мы с тобой просто Настюшка и Андрюшка.